Недорогие ТВС-наушники беспроводные от компании Realme с динамическими титановыми драйверами, технологией активного шумоподавления версии 2.0 до целых 50 дБ с умным режимом прозрачности, функцией динамический бас, режимом низкой задержки, поддержкой фирменного приложения и функцией Google Fast Pair, системой из 6 микрофонов с шумоподавлением во время звонков, поддержкой технологии Dolby Atmos, временем автономной работы до 38 часов вместе с боксом и 7 часов на одном заряде наушников, водонепроницаемостью класса IPX5, и это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Realme Buds Air 5. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковываем. Поставляется эта модель в желтой небольшой коробке из плотного картона, как и всегда у Realme. На ней есть изображение, название и краткие характеристики. В комплекте же есть бокс, наушники, короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C, комплект неплохих амбушюр и краткое руководство. Вес бокса 37 граммов, а вес одного наушника 4,4 грамма. Габариты бокса 51 на 23 на 68 мм. Габариты наушников 30 на 19 мм. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр и обыкновенной сеточкой. Размеры звуковода следующие: 6,7 на 4,6 на 3 мм. Напоминаю, что обзоры выгружаются ежедневно на этом канале, еще на лайв-канале много допов, и ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, скоро распродажа. Телеграм-канал взаимопомощи, там вам посоветуют, что вам стоит приобрести, по мнению нашего комьюнити, и мой личный телеграм-канал, где мы постоянно общаемся по поводу новых железок. Много новых топов на канале, что по смартфонам, что по умным часам, смотрите в описании весь перечень. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть две расцветки. Это синяя и белая. Бокс от старшей модели Air 5 Pro отличается только тем, что у него нет прозрачной вставки на крышке. В остальном, что наушники, что боксы, очень похожи в этих двух моделях. Бокс глянцевый, выполнен из пластика, материалы марки, но в белой расцветке отпечатки пальцев на нем не видны. В кармане бокс слегка мешается, сборка бокса хорошая. На корпусе расположили LED-индикатор, зеркальную надпись Realme с тиснением, кнопку сопряжения и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, шарнир пластиковый и крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень даже удобно. Люфт у крышки есть, но только в закрытом положении. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Извлекать наушники из бокса удобно, но необходимо наловчиться, так как наушники довольно скользкие. Внутри расположили краткую информацию мелким шрифтом и два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе сидят плотно, если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то нужно будет приложить усилия. В моем случае они не вылетели. Переходим к наушникам. Изготовлены уши из глянцевого пластика, дизайн такой же, как и в версии Pro. Сборка неплохая, материалы, учитывая стоимость, хорошие. Посадка плотная, дискомфорта при длительном использовании я не обнаружил. Выпирают они из ушей не сильно. При занятии спортом из ушей они не выпадают, пассивная шумоизоляция средняя. На корпусе расположили два контакта для зарядки, по 3 микрофона с шумоподавлением на каждом наушнике, и последняя — это сенсорная панель, которая обозначена небольшим углублением в верхней части ножек. Из тапов на борту: плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима, регулировка громкости и переключение между режимами. Одиночного тапа нет. На тапы наушники откликаются отлично. Переназначить команды возможность есть, но использовать базовые команды одновременно нельзя. Также дела обстоят и у Pro-версии. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на английском языке. Далее оснащены наушники динамическими драйверами с титановыми диафрагмами на 12,4 мм. Магниты N52 и катушки HTW. Частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц. Имеется поддержка технологии Dolby Atmos. Активное шумоподавление до 50 дБ. С 4 режимами работы показало себя отлично. К слову, не хуже, чем в Buds Air 5 Pro. На борту есть умный режим, максимальный, средний и умеренный. Но вот персонализированного шумоподавления в данной модели нет. Режим прозрачности отрабатывает отлично, и в отличие от ANC, его можно настроить даже с одним наушником. Плюс есть еще два режима, такие как усиление голоса для режима прозрачности и функция шумоподавления ветра. Далее заряд наушников в шторке отображается, по одному наушнике работают, и переподключение просто мгновенное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством, а при первичном подключении благодаря технологии Google Fast Pair нет необходимости заходить во вкладку Bluetooth. Мультипоинта нет, к нашему общему сожалению. В бюджетных наушниках он иногда присутствует
присутствует, вспоминаем оноровские уши, но есть датчики автоматической паузы, которые хорошо работают, и их можно включить или выключить в приложении. Далее, емкость аккумулятора бокса 460 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч, полный цикл зарядки бокса и наушников у меня занял 2 часа. Наушники от бокса заряжаются 1 час, беспроводной зарядки у бокса нет. Саморазряд у бокса я не наблюдал, отыграла данная пара на 70% громкости по кодеку AAC без активного шумодава со стоковым звучанием целых 5 часов 55 минут. С ANC наушники прослужат не больше 3,5 часов, а с боксом без ANC в тех же условиях около 35 часов. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX5. Я искупал их в воде около 30 секунд, по итогу все работает в штатном режиме. На звучание вода никак не повлияла, но отмечу, что данный стандарт защиты защищает максимум от мелкого дождика или пота. Для полноценной настройки девайса необходимо установить приложение Realme Link. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, и чтобы посмотреть заряд аккумулятора бокса, нужно в него поместить наушники. Далее есть настройка шумоподавления, 4 звуковых эффекта, серенада, оригинальный звук, чистые басы и глубокий бас. Ко всему есть возможность добавить 3 кастомных эквалайзера, но минус за то, что кастомный эквалайзер простой. Из интересного в приложении также есть регулировка низких частот, функции динамические басы с ползунком, вкладка для перехода к настройкам Dolby Atmos, если ваш телефон поддерживает технологию Dolby Atmos, включение-выключение игрового режима, проверка прилегания наушников, настройка сенсорного управления, включение-выключение датчиков автоматической паузы и функция автоответ, поиск наушников и даже поиск смартфона, что удобно. Обновить прошивку в приложении можно, но мне обновление еще не прилетало. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только AAC и SBC, через 2 стены наушники не отваливались, от смартфона и фризов я не наблюдал, что очень даже радует. С включенным игровым режимом задержка на YouTube незаметна, как в целом и в играх, но минимальной ее не назвать. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны работают с перегрузом, но с небольшим. Голос при звонках слегка искажается, но в целом микрофоны хорошие. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Realme Buds Air 5. Притом напоминаю, что Realme Buds Air 5 Pro обзор уже был на канале. Сколько бы вы обзоров не смотрели на YouTube, Realme среди наушников, так же как и Oppo, плохого в принципе вообще не делает. Да, бывает брак, но, скажем так, среди Honor, Choice и всего остального брак встречается также среди Halo намного чаще и Redmi. Если брать любые наушники от бренда Realme, чаще у них все хорошо. Хотя печаль тоже бывает. Вот так примерно будут работать у вас микрофоны на беспроводных наушниках Realme Buds Air 5. Звучание. Я тестировал звучание с различными звуковыми эффектами, но лично мне даже стоковое звучание показалось достойным. Конечно же, звучание басхедное. Громкости более чем достаточно. Наушники очень громкие. Так что если вы слушаете это дело на сотке и вам мало, то вам необходимо сходить однозначно к лору. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 70%. Бас плотный и глубокий. Звучание неплохо сбалансированное. Середина проработана с достатком, а высокие звучат отчетливо. Деталь хватает, вокал как женский, так и мужской звучит приятно, инструментал различим. Из минусов: нет полноценного сенсорного управления, бокс скользкий, как и наушники, нет мультипоинта, умный режим ANC отрабатывает не столь корректно, как хотелось бы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту и знаете, что скоро будет топ-10 беспроводных наушников эконом-класса. Резюмирую, беспроводные наушники Realme Buds Air 5, как и старшая модель, хороший выбор. По основным моментам, как для ТВС наушников, Buds Air 5 показали себя достойно. От меня девайсу однозначное да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.